Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на вторую половину сентября для знака зодиака Рак. Мы посмотрим сферу работы, карьеры, бизнеса, финансов, отношений. Также мы получим совет от Таро, совет от Оракула. И у нас еще будет маятник. Это ответ на ваш вопрос, да или нет. Раки, вторая половина сентября. Что вас ожидает? Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь. Любая ваша активность помогает продвигать мой канал. Это ваше спасибо за мою работу. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви, в отношениях? Первая карта, у кого они есть, отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас будет происходить. И для тех, кто в поиске, какие ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет в конце сентября? Совет или предупреждение от Таро. Да, у вас тут жезлы. Совет, карта говорит, если много дел, много работы, много активности, не забывайте отдыхать. На дне колоды у вас девятка мечей и двойка мечей. Какие-то страхи, переживания. Это может быть, конечно, связано с какими-то победами. Победами-то над чем? Тут у вас еще, у тех, кто в браке или в отношениях, смерть ложится. Мы сейчас, конечно, посмотрим. Но в конце сентября вас будут одолевать какие-то страхи, переживания. Может быть, по поводу работы, отношений. Может быть, за кого-то вы будете очень сильно переживать. Но тут еще какие-то сомнения и выбор, который вам сложно выбрать. Как правило, двойка говорит, слушайте свою интуицию. Она вам подскажет правильный выбор. Так, что нам подскажет Ленорман? Сюрприз, неожиданность, раки. Вторая половина сентября. Да, здесь может быть ссора с каким-то другом. А собака это или друг, или может быть родственник. Но это больше вот для молодых женщин. С кем-то вы здесь можете поконфликтовать. Может быть, переживать будете из-за этого. Да, еще, знаете, тут может быть друг вас пригласит заняться спортом. Почему вот эта карта говорит, не переусердствуйте, будут болеть мышцы. Так, хорошо, в начале этих 15 дней карта взаимопомощи. То ли вам нужно будет кому-то помочь, то ли кто-то поможет вам. Также это может быть какие-то выплаты, продвижение по карьерной лестнице, премия неожиданная, повышение зарплаты. Еще, конечно, это вложение. Это может быть вложение в ваш бизнес, в обучение детей, может быть вложение там, в недвижимость, в собственность. Вы понимаете, что это то, что вы вложите, это будет расти. Хорошо для тех, кто в отношениях или в браке, старший аркан смерти. Смерть всегда несет перемены. Это может быть разлука, расставание, это может быть переезд. Давайте мы уточним. У кого-то здесь решается вопрос с недвижимостью. Вот почему помощь-то? Может быть, не хватает финансов? Четверка-то, она говорит, она есть, но может быть вот мало. Тут кто-то вам может помочь или вам, может быть, одобрит ипотеку, кредит. Это вкладываться в свой дом. Еще, конечно, это смерть и четверка, это рутина, которая может убить любовь. Ну, смерть и десятка. Так, сейчас я еще одну карту.
Девятка. Слушайте, ну много мечей для вас. Тут вот, конечно, здесь это расставание, это однозначно. Да, если вы в отношениях, если у вас были трудности, ну, смерть говорит, что вы или на пороге расставания, или вы уже расстаетесь вот эти 15 дней. Здесь, может быть, реально вы из-за того, что у вас кто-то появился. Здесь полное обнуление жизни. Но еще ведь это может быть переезд на новое место жительства. Может быть, у вас этот вопрос очень долго не решался. Тянулась какая-то канитель, вот никак не заканчивается. Может быть, вы что-то продавали и куда-то собираетесь уезжать. Ну вот зависла эта недвижимость, и никто ее не хочет покупать. Тут карта говорит, может быть, нужно подвинуться в цене, чтобы вопрос-то решился. Да, вот не проявлять жадность, ну скиньте цену. Здесь вы можете реально вот куда-то уехать на новое место. Это может быть новый город, а может быть и новая страна. Если здесь был вопрос с недвижимостью. Хорошо, для тех, кто в поиске, десятка жезлов. Тут или карта говорит, что вы сейчас в одиночестве, да, вот чувствуете себя оставленным со всеми своими обязанностями, ответственностью. Может быть, вы содержите семью, там, детей, родителей. Или карта говорит, найдете отношения, но они какие-то будут очень сложные. Так, давайте уточним. Так, две пошли. Вот вы знаете, вот десятка — это тяжесть, да, когда человек раздавлен вот этой ношей, которую он на себе тащит. А страшный суд — это, наоборот, выход из тяжести. Из чего-то очень долгого, длительного, но мы смотрим на отношения, значит, это касается долгого периода одиночества. Луна может говорить ваши страхи, решиться или нет, если у вас, например, там семья, дети, родители, как воспримут ваши новые отношения. Ваши родственники вот боятся, да, страх. Это нужно одержать победу над собой, чтобы решиться на новые отношения. Но здесь император врывается в вашу жизнь для женщин. И тогда еще Луна показывает страсть, эмоции. Может быть, какие-то свидания ночью. Может быть, вы будете это скрывать. Для мужчин вообще здесь встреча с очень приятной, милой женщиной. Здесь, конечно, и секс будет, и страсть, и притяжение. А для женщин это улучшение вашей жизни. Женщина становится счастливой. Но все равно, вот если реально у вас тут семья, может быть, кто-то будет против, с кем-то вам придется поконфликтовать. Да, побороться за свое счастье, но вот самое главное, убирайте чувство вины. Вот, одержите победу над собой, что вы достойны счастья, достойны любви. Потому что Луна иногда еще показывает материнство, да, ответственность как матери, что вы будете уделять время не только детям, семье, но и своей личной жизни. Хорошо, работа, карьера, бизнес. У вас здесь паж жезлов. Здесь может быть какое-то новое предложение. Тут или предложение о новой работе, о новой должности. Может быть какое-то новое начинание, новый творческий проект. Или это идеи, которые вы хотите воплотить. Но паж всегда дает шанс. Тут может поступить предложение о каком-то, может быть, партнерстве. Или вот, например, вы находитесь на работе, а вам предлагают какую-то подработочку. Давайте посмотрим. Иногда паж говорит о риске, да. Может быть, подработать, но что-то вот рискованное какое-то предприятие. Есть ли тут риск? Нет. Здесь вы реально можете заработать. Также это вот влиться в какую-то команду. Вот у нас тройка кубков — это карта получения урожая. Здесь может быть временная подработка, но есть шанс заработать. Поэтому соглашайтесь. Но еще, конечно, это предложение о какой-то новой работе, о новом бизнесе или о новом каком-то проекте, в который вам нужно будет влиться. Но здесь по тройке это может быть партнерство, но не два человека, наверное, больше. Может быть, эти люди помогут вам воплотить в жизнь какие-то ваши проекты, но вот у вас не хватало денег, а здесь вы с кем-то скооперируетесь, может быть, это семейный даже бизнес. Да. Поэтому здесь предложения хорошие, рассмотрите. Для тех, кто в поиске работы, тут или отправиться в дорогу,
Или здесь новая работа, новый проект, новый бизнес. Туз жезлов, он нам всегда дает импульс, импульс что-то начать. Или вот отправиться, да, куда-то. Давайте мы уточним. Это переворот. А вот вы ищете работу, например, вы работали там в офисе, в торговле или, не знаю, на каком-то предприятии, а здесь вам предложат новую работу, но это полностью перевернет вашу жизнь. То есть, может быть, работа связана с поездками, переездами, командировками, или, может быть, наоборот. Еще, конечно, туз жезлов — это новая работа, выход из подвешенного состояния, когда нет работы, безработицы вообще, и очень сложное положение. Хорошо, финансы. Финансы — это тратится на свой дом, на украшение дома, может быть, какие-то приятные покупочки. Также это праздники семейные, может быть, день рождения, юбилей, какая-то праздничная дата у вас. А еще это тратится вот воплотить в жизнь какие-то проекты, может быть, связанные с бизнесом. То есть вот может поступить от кого-то помощь. Также могут прийти детские, ну или помощь от семьи. И в конце сентября у вас выбор, который вам сделать сложно. Тут карта говорит, что вы решение-то вам уже поступит, вам интуиция, внутренний голос будут подсказывать. Но вот вы здесь, глаза закрыты, вы закрываете здесь глаза на какую-то правду, вы ее отрицаете. Это вот психология, как дети. Они глаза закрыли и думают, что их никто не видит. Да, вот они спрятались. И тут вы от чего-то будете эмоционально отстраняться. Или выбор, который вам тяжело принять. Давайте мы уточним, с чем он хотя бы связан. Ну вот, например, тройка. Вам предлагают какой-то проект, влиться в какую-то команду. Но для этого вам нужно будет, может быть, показать свое мастерство или пройти какое-то обучение, повысить свою квалификацию. Вот вас здесь что-то будет останавливать. Это вот боязнь уйти с одной работы, присоединиться к другому проекту, а вдруг вот здесь ничего не получится, и я как бы вот потеряю и ту работу, и здесь меня ничего не ждет. Еще, конечно, это может быть, человек вам предлагает вместе жить, а вы тут сомневаетесь. Как примут мои дети, например, нового избранника или избранницу? Но тут вот тройка в любом случае дает какое-то расширение. У кого-то может быть известие о беременности и сомнение оставлять, не оставлять ребенка. Что тут было-то? Здесь вообще вот кто семейный, тут у вас и смерть, и десятка мечей, какие-то и эмоциональные переживания, что-то у вас тут может произойти не очень приятное. Но это, наверное, не у всех. Хотя шут ложится, это обнуление. Так, дайте еще что ли одну карту. Что-то не пойму, по поводу чего вы здесь сомневаетесь. Ну, тут любовь или предложение по работе. Да, вам нужно просто согласиться. По рыцарю кубков здесь вас ждет счастье, любовь, предложение руки и сердца. Может быть, приглашение куда-то поехать или соединиться вместе. Также это может быть предложение по работе, причем работа вам нравится. Ну, колебания вам мешают. Карта говорит, слушайте свою интуицию. Если вас туда тянет сердце, то соглашайтесь. В любом случае тут ничего плохого не выпало. Ну, в совет я уже говорила здесь, да, не перегорите. Если много дел, и вам и силы, и энергии будет хватать, все равно не забывайте отдыхать. Здесь может быть влияние какой-то дамы, вот может быть королева жезлов. Это может быть влияние, как предупреждение, в работе, в личных делах. Иногда эта карта показывает соперницу в любви, вот у кого здесь какие-то сложности. Ну, а также, если вы собираетесь здесь что-то начинать, то карта вам сулит вообще удачу, успех в ваших новых проектах, особенно все, что касается денег, карьеры, работы, ну и отношений, конечно, тоже. Потому что карта говорит, вы будете уверены в своих силах, ну, у вас обязательно все получится. Но все-таки отдых, да. И вот если какие-то тренировки, то тоже будьте аккуратнее. Потом все тело будет болеть.
Так, хорошо, давайте получим совет от оракула Луны. Раки, вторая половина сентября. Фейт. Фейт — это вера. Карта говорит, что плодородие и изобилие сейчас возвращаются в вашу жизнь. У вас начинает все налаживаться, все ваши намерения, мечты начинают исполняться. Самое главное, вы должны в это верить. Ну, а если произойдут какие-то невзгоды в вашей жизни, то вера поможет вам выстоять. Хорошо, давайте посмотрим, исполнится ли желание у раков. Вторая половина сентября. Маятник, ответь, пожалуйста, на вопрос, раком да или нет, о чем бы они ни спрашивали, на вторую половину сентября. Да, ответ нет. Кстати, он практически всем в эти 2 недели говорит нет. Не знаю, с чем это связано. Ну, может быть, не в эти 2 недели, а в следующие ваше желание исполнится или намерение. Вот такой у нас получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего.